И я понял, что дальше тянуть нельзя. Тело разваливалось, я уже боялся по-настоящему, но все равно вел себя как-то так, будто ничего со мной не происходит. И самое странное, когда я пришел в больницу, я не сказал врачам практически ничего из того, что со мной происходило на самом деле. Не про то, что я почти жил в туалете, не про резкую потерю веса, не про ночной пот, от которого я просыпался полностью насквозь мокрый, не про зуд, который реально практически сводил меня с ума. Я сидел в больничном коридоре и реально не мог найти себе места. Внутри все трясло, ломало. Я почему-то изо всех сил пытался создавать видимость, что все более-менее нормально. Я не знаю почему. Я боялся, чтобы люди вокруг меня не увидели, насколько мне на самом деле плохо. И в тот момент, когда врачи меня все-таки приняли, я им не сказал практически ничего. Я им сказал только то, что я не могу нормально ходить. Почему я это сделал? Наверное, потому что мне в тот момент казалось, что это самая большая проблема, которая есть в моей жизни. И все остальное на ее фоне мелочи. Из-за этого диагностика сразу пошла не в том направлении. Они смотрели ноги, они смотрели спину, невралгию. Искали проблему где угодно, но только не там, где она была на самом деле. Поэтому в тот день мы ни к чему, естественно, не пришли, и я уехал из больницы. А дальше состояние становилось стремительно хуже. Когда стало совсем плохо, я понял, что больше тянуть нельзя, и поехал в больницу даже без раздумий. Уже просто потому, что физически не мог этого всего терпеть. Меня отправили на анализы. Анализов было реально очень много. Я сидел в кабинете, смотрел, как одну за одной наполняют эти ампулы, пробирки. Не было ни какой-то паники, ни мыслей, ни сил даже нормально думать. Оставалось только ждать вердикт. Через время ко мне подошли врачи. Подошел не один, их подошло несколько. По их лицам было, в тот момент мне было понятно, что дело уже, наверное, совсем не в ногах. Мне сказали, что в анализах есть серьезное отклонение и что нужно срочно ложиться в больницу на стационар и разбираться дальше. Я тогда еще не знал, что именно они увидели в этих результатах, но я четко понял одно, что все, скорее всего, намного серьезнее, чем я себе представлял. И вот здесь уже начались самые глупые поступки, какие можно было совершить в тот момент с моей стороны. Я отказался от госпитализации. Мне прямо говорили, что состояние более чем серьезное. И уходить сейчас это как минимум глупо и опасно. Я уперся. Мне реально нужно было закрыть рабочие вопросы. В итоге, когда они поняли, что спорить со мной бесполезно, они просто заставили меня подписать бумагу, что я предупрежден о возможных последствиях. Я ее подписал. Я толком не мог нормально ходить, понимал, что рискую, наверное, многим. Но все равно в тот день я ушел из больницы. Ушел даже понимая, что совершаю, скорее всего, огромную ошибку. Той ночью я почти не спал, лежал, смотрел в потолок. Внутри я уже понимал,
что что-то во мне уже реально ломается окончательно. На следующий день я, естественно, собрался с мыслями, вернулся в больницу, меня оформили, положили в палату. Палата была темной, тихой, тяжелой. Я сел на кровать, и тогда уже реально осознал, что все, что со мной происходило раньше, это все было плохо, страшно, тяжело. Но, наверное, это было только начало. А настоящая правда и эмоции были впереди. На следующий день мне сказали слова, которые реально разделили мою жизнь на до и после.